Добрый день. Из гостеприимной Литвы переберемся на время поближе к моим родным березкам в Латвию. Хотя все относительно, и если посмотреть на карту, то от дома я уезжаю все дальше. В сегодняшнем видео ярчайший памятник классицизма в Латвии – замок Межетна, или на старонемецкий манер Мезетон. Отснять этот сюжет я хотел еще больше года назад, но замок был закрыт для посещения. Причина мне неизвестна, но, скорее всего, какая-нибудь бюрократическая заморочка, как обычно. Впрочем, возможно, его открывают сезонно, летом. И вот, вернувшись сюда на днях, в надежде посетить замок, я увидел всю ту же картину, вовнутрь не попасть. Вдвойне обидно, потому что хорошо известно, что в замке достаточно богатый и интересный интерьер. Перед тем, как рассказать о самом замке, нельзя не упомянуть о долгой и насыщенной истории местности, где располагается дворец. Поселок Межетно находится в 76 километрах от Риги и в 10 от Бауски. Совсем недалеко, напротив дворца, на левом берегу реки Лелупе, находится древнее Межетнинское городище. Оно было одним из наиболее впечатляющих и наиболее укрепленных городищ Латвии. Городище Мажетно, как поселение людей, было известно еще в эпоху Среднего Железа, 400-800 лет до нашей эры. Земгалы – древний балтийский народ, одна из первичных народностей Латвии и Литвы. В период Железного века и Средневековья, населявшая центральную часть нынешней Латвии, Земгальскую равнину и север современной Литвы. Уже в первом-втором столетиях нашей эры, согласно археологическим раскопкам и летописным свидетельствам, вокруг древнего Межетинского замка располагалось торгово-ремесленное поселение. Аналогичные места компактного проживания торговцев и ремесленников располагались в этот же период в окрестностях крупных укрепленных военных центров в Тервата, Ерстике и Добыле. Что касается Межетна, то это поселение было основано на пересечении интенсивно используемых сухопутных и речных торговых путей, которые вели в сторону Литвы и Пруссии. Также через Межетно проходил сухопутный торговый путь в сторону Полоцка. Это перспективное, выгодное местоположение предопределяло экономическое благополучие жителей этого небольшого средневекового поселения в центральной части современной Латвии. Со временем главенствующую роль в Западной Земгале стала занимать Тервете, чьи правители в XIII веке претендовали на главенство во всем регионе. Хроники свидетельствуют о том, что у земгальской армии было командование, которое организовывало, разрабатывало и реализовывало военные планы, могло собрать и привести войско в определенное место. Войско имело строй и соблюдало дисциплину, а воевали тогда много, в том числе с Русью и со скандинавами. К вопросу о ремесленниках и их занятиях. Важная роль отводилась кузнечному делу. С развитием обработки металла ремесленники все больше оттачивали свои навыки до высокохудожественного уровня и технического профессионализма. Очень высока была ценность лезвий ножей из Межетна, у которых в середину железного клина лезвия варен слой стали. Межетне под названием Мацуны или Мацуны упоминается на карте 1154 года. Абу Абдаллаха Мухаммеда ибн Мухаммеда Идриси, арабского географа и путешественника. Разумеется, контуры карты Идриси и расположение на ней населенных пунктов не соответствуют нынешним географическим представлениям. Это понятно, если вспомнить, что сам Идриси в Прибалтийском регионе не бывал, а получал информацию от других источников из рассказов путешественников и торговцев. В 1205 году земгальский старейшина Вестерт, или по-другому Вестур, заключил союз с немецкой Ригой. Неспособность земгалов создать прочный межплеменной союз, равно как и нестабильные отношения с литовцами, не позволили им объединиться в общей борьбе с захватчиками. В 1219 году среди земгалов назрел раскол. Старейшины Межетна обвинили Вестерда, вождя западных земгалов, в неспособности защитить их от литовцев. Крещение земгалов Межетнинского округа произошло в начале 1219 года. Зажиточная часть земгалов после многочисленных угроз и увещеваний согласились добровольно принять христианство по католическому образцу из рук немецких крестителей и, приняв условия захватчиков,
распахнули ворота Мезотнинского замка. До этого, по решению зажиточных представителей племени, делегация земгалов из Мезотона была направлена в Ригу для переговоров с епископом Альбертом, который заведовал процессом обращения в христианскую веру языческих племен Ливонии. Формальный повод крещения – необходимость защиты от литовцев. После требования принять христианство посланники отвечали, что они боятся расправы со стороны остальных земгалов, враждебно настроенных к христианской вере. Альберт с целью ознакомления с обстановкой сперва посылает лазутчиков, а затем вместе с хорошо вооруженным войском прибывает из Риги к Мезотону вместе с герцогом Саксонии Альбрехтом I, находившимся в Риге с политическим визитом. Оба правителя размещаются в лагере под Мезотоном. Известно, что со всей округи к лагерю крестоносцев были призваны люди, заявившие желание принять христианство. Обряд крещения был совершен прямо на месте. Всего в христианскую веру перешло более 300 мужчин, хроника не посчитала женщин и детей. После этого был сформирован Межетинский округ, который присоединился к Селийскому епископству. Селы, также из-за шантажа и навязчивых просьб, выразили стремление перейти в христианство приблизительно в это же время. Земгальские правители согласились впустить немцев в крепость, дабы защититься от угрозы вторжения литовских племен. Вестерт, узнав, что в Мезотене расположен немецкий гарнизон, немедленно направил в сторону крепости свои силы. Предпринял штурм, но не взял замка, однако ему удалось нанести сокрушительное поражение частям орденского войска, которые спешили на подмогу к Мезотону по Лелупе под командованием магистра ордена меченосцев Фолквина. Вскоре после того, как немецкие крестоносцы терпят поражение от Вестерда, едва те отступают в Ригу, большая часть земгалов смывают с себя христианство и возвращаются в лоно языческой церкви. Все сыновья Вестерда умерли, и он готовил себе замену в сыне своей сестры, погибшего от вражеской стрелы под Межетне. Потом младшая сестра Вестерда родила Намая. Вестерд был очень слаб, но велел призвать сестру с новорожденным и передал свой меч и перстень старейшине Лабов, чтобы тот вручил их Намаю, когда мальчик подрастет и будет достоин стать вождем. В официальных немецких документах Намая называют королем. Он стремился объединить земгалы, добиться союза с другими племенами для борьбы с Ливонским орденом. Только в 1272 году новое войско крестоносцев, возглавляемое магистром Ливонского ордена Вальтером фон Нортеком, прибыло к форпосту земгалов Мезотону. Сходу взяло его штурмом и учинило кровавую расправу с его жителями. Орден построил свой замок на территории Межетне в 1321 году на противоположном берегу от двух старых земгальских городищ. В общем, событий в то время было предостаточно. Я хотел рассказать еще лишь об одном факте. Об оживленных связях между латышами и литовцами средневековой Ливонии свидетельствует постановление магистра Ливонского ордена Иоганна Фрейтага фон Лорингофена, изданные в 1492 году для крестьян Бауски, Межетна и Ецевы. В 17 параграфе этих постановлений под угрозой смертной казни крестьянам запрещается продавать литовцам лошадей и оружие. В 1561 году Межетна стала герцогским имением. В XVII веке в условиях общего экономического развития Курлянского герцогства, которому усиленно способствовал Якоб Кетлер, активный приверженец торговой стратегии меркантилизма, в окрестностях Мезотена начинается строительство мануфактур. Одной из самых известных мануфактур Мезотена является гобеленовая, принадлежащая герцогской династии. Также активно функционировали мануфактуры по производству стекла и бархата. Мануфактуры, построенные герцогом Якобом, уничтожила польско-шведская война и эпидемия чумы. Не сохранился также порт для барж, который находился на Лелупе, недалеко от городища Межетна. Семья Беронов, многолетних правителей Курляндии, вместе с баронской семьей Медомов, являлась фактическим владельцем территории Мезотена. Здесь, в имении Медомов, родилась Анна Доротея Курлянская, известная на всю Европу светская дама с дипломатическими способностями,
третья супруга последнего герцога Курляндии Петра Берона. Курляндское герцогство в начале XVIII века сильно пострадало от военных действий Северной войны и эпидемии чумы. Чтобы восполнить недостаток рабочих рук, сюда были привезены татары. В 1797 году имение Мезетон вдоль правого берега реки Лелупа было даровано княгине Шарлотте Маргаретте Карловне фон Ливен, урожденной баронессе Гаугребен, вдове генерал-майора Отто Генриха фон Ливена, воспитательницы детей императора Павла I. Шарлотта Карловна получила положительные рекомендации Юрия Юрьевича Брауна, генерал-губернатора Лифляндии, после чего Екатерина II в 1783 году согласилась призвать ее ко двору в качестве воспитательницы ее внучек. О дворянах, баронах и светлейших князьях Ливинах я сегодня рассказывать подробно не буду, потому что занять это может несколько часов. О них информации, как ни о ком другом, много. Скажу лишь, что по семейному преданию род происходит от жившего в XII веке ливского вождя Каупо. Поговорим лучше о самом дворце. Для реализации задуманного итальянский архитектор Джакомо Антонио Доменико Кваренги, уже 15 лет работавший в России, взял за основу свой эскиз, по которому 3 года назад он строил дворец в Эллее. С точки зрения архитектуры, здесь хорошее чувство пропорций и уравновешенность объемов. К наиболее значительным постройкам Кваренги относят английский дворец в Петергофе, здание Российской академии наук, Ассигнационного банка, театра Эрмитаж, Екатерининского института, ныне часть публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, Конногвардейского манежа, Смольного института и многие другие. Руководство строительством Межетнинского дворца поручили курлянскому архитектору из Саксонии Иоганну Берлицу. Берлиц, руководствуясь эскизом итальянского мастера, внес свои дополнения, которые и реализовал в ходе работ. Дворец был построен в стиле высокого классицизма, но боковые ризолиты, по-видимому, были спроектированы Берлицем. Этим объясняется нехарактерная для творчества Кваренги некоторая дробность композиции фасадов и иная манера архитектурного решения ризолитов. Проект заказала светлейшая княгиня Шарлотта Карловна Ливен. Сама она посетила далекую резиденцию лишь один раз в сопровождении императрицы Марии Федоровны. Закладка фундамента датирована 1797 годом. Экстерьер дворца закончен в 1802 году. Во время нашествия Наполеона на Российскую империю в сентябре 1812 года в окрестностях Мазатена происходили стычки между прусскими и русскими войсками. Предположительно, по этой причине отделка интерьеров и росписи купольного зала были завершены позднее. Сам я этого не видел, но нетрудно найти, что они носят черты позднего классицизма и относятся к 1830 году. Дворцово-парковый ансамбль решен в стиле классицизма, для которого характерна математическая выверенность объемов. Здание имеет размеры 54,5 на 27,7 метров при высоте 18 метров, то есть отношение длины к ширине равно 1 к 2. В целом же здание отличается спокойной планировкой, оно как бы раскрыто в парк. Говорить об интерьере смысла нет, поскольку сегодня мы его не увидим. Единственное, что можно отметить, что главное помещение второго этажа – купольный итальянский зал с примыкающими к нему диванными и каминными кабинетами, цветочной комнатой и передней. Рассмотреть хоть что-то через окна у меня не получилось. В здании находилось множество скульптур, например, Святой Себастьян, а также Амур и Психея. Последние две в настоящий момент хранятся в Рудольском дворце. Еще не так давно считалось, что Мэжетне – один из самых ухоженных ландшафтных парков английского стиля в Латвии, созданный в начале XIX века. Как он выглядит сейчас, вы и сами прекрасно видите. В 1828 году Шарлотта фон Ливен умерла, поместье Мазетен унаследовал ее сын Иоганн Ливен. Его потомки жили здесь до 1920 года. Последним владельцем Мэжетнинского имения был Анатолий Павлович Ливен, командир сформированного им же Липовского добровольческого стрелкового отряда.
После аграрной реформы Первой Латвийской Республики род Ливинов лишился своей собственности, и с 21 по 40-е годы во дворце была размещена сельхозшкола. С тех пор потомки Ливинов разбрелись по миру, но утверждают, что каждый год из Канады в Мэжетне поступает $300 от некой Луизы фон Ливен на содержание родового кладбища. В годы войны во дворце размещался немецкий военный госпиталь. Послевоенное время в дворце находились почта, библиотека и обычные квартиры. Восстановление дворца началось в 1950 году. Дворец был полностью восстановлен к 2001 году. До недавнего времени в нем работали музей и гостиница. И еще интересная информация. В 3 километрах от Мэжетинского дворца находится Мэжетинская школа, возле которой 27 апреля 1921 года произошло покушение на тогдашнего министра, президента Латвии Карлиса Ульманиса. И, пожалуй, это все на сегодня. Не забывайте поддерживать канал своими комментариями и подпиской. И если видео вам понравилось, поставить лайк. Благодарю за внимание и до новых встреч.